Чин, Чехия, мы снова тут. Как будто вернулся на год назад. Вкус июля в Чехии на велосипеде. Чувствуется, живость его чувствуется, да, живое. А самое забавное, что мы первый ресторан, в который мы пришли в Чехии, он итальянский ресторан. Ты не думаешь, это символично? Кстати. Сейчас мы попробуем тут пиццу, потом настоящую итальянскую. Ну, в Италии будет вино, а не пиво. Мы едем через винный регион. И это будет уже очень скоро, а пока Чехия. Утро второго дня, едем к старту нашего велопутешествия. Вот мы снова в Праге. Уже когда-то такое было год назад. Какие прекрасные улицы. Какой прекрасный запах. Гулять по Праге, это просто кайф. Кайф. Совсем по-другому. Совсем не так, как в Вильнюсе. Смотри, ровно год назад мы с тобой Гуляли по Праге, что ли? выехали Из наших... с вокзала и поехали в наш номер. Ровно год назад. Офигеть, это мы такие четкие. Бля, кто мог подумать? Это даже скучно. Сегодня передача по домам. Рум-тур. Это наша спальня. Только экспресс. Это наша спальня. Соответственно, ванная комната, там туалет, все сюда. Вот, красивенький. Подожди, картину вот покрутившись с ними. Так, Твоя, что ли? да. О, твоя картина. Так, дальше идем. Это детская комната. Да, чтобы зайти в эту комнату, надо в розовом быть. Так, ну и все, самая главная комната для кайфования. Все, я все сложу. А ребенок в розовом. Что может в сандали переодеться и как охотник ходить в сандали и носки? Это новый стиль, посмотри на Билли Айлиш. Она как хочет, так и одевается. Так что забей болт. Я думаю, она не как хочет одевается, она одевается стильно Да потому что она Билли Айлиш, и вот и типа все. и с видом, как будто бы ей пофигу. На самом деле, я думаю, там все так спланировано. Думаешь, мне кажется, ей просто похер и все. Новый пассажир. Вас куда подбросить? Адрес скажите. Магазин. Уважаемые подписчики, не будьте как я, готовьтесь заранее. Я сделал все в последний момент. Да. К дилеру надо заезжать. Даже не то, что заранее. последний момент. Ты уже последний момент был до нашего приезда. А это уже... Я скинул в Cycle Trip такую штуку, чтобы привязывать пил. Да. Вот такой вот он, у него есть система, чтобы воду подкачивать, чтобы он становился меньше. Сколько это в евро? Ну, что это? Меньше 100 евро, типа 70, где-то 70, наверное. Ага, какой температурный? Типа 8 градусов или 7. От 7-8, да? А без? 600, 900. Такой тест-драйв случился. Все на!
Теперь поехали в путешествие. Пилснер у нас внутри. Жигулевская. Да, по вкусу как Жигулевская, но в Чехии пьем пилснер с полторашкой. 12 дня, то значит я в отпуске. Я так понимаю. Да? Сейчас сядем в плей и полетим. Блин, он кайфовый такой прям. Вот небольшой, не маленький. Как прям надо. Мы в Ползене приехали на пивоваренный завод пить пиво. Я думаю, что если наш великий стырит, то для полиции нужны какие-то доказательства. Пилснер Уркл делает лучшее пиво в мире. И мы сейчас в культовом месте. Смотрим. Pilsner, Urkel fills the glass with gold. Pilsner, Urkel, a tale of taste untold. Pilsner, Urkel, where crafting out a line. Pilsner, Urkel, the brew that stands. Ты сотрудник этого завода теперь? Да, директор. Сфоткай меня, я отправлю ребята. Ну что, поздравляю нас с полднем. Поздравляю то, что водитель даже устоять не может. Известная горечь в пилснере, она тут не такая заметная. Очень легенькая, мягенькая такая. Свежее пиво. Свежая с завода. И как? Давай, оценочка. Уже 10 из 10. Какая-то пена прям очень плотная. Да. Мне кажется, можно монетку положить, и она не утонет. Ну что, ты пошел на риск? Я пошел на риск. И что ты сделал? Я взял маленькое пиво вместо пузырька воды. И в принципе ты готов лишиться прав, если что. Нет, я не готов лишиться прав. Игорь, ты права взял? Все будет не Да. Ну я и пивка выпил уже гораздо больше, чем хотел. А сколько тут допустимая норма в Чехии? 0,2. 0,2. А в Германии? 0,4. Надо срочно топить до Германии. Вы готовы пуститься в это незабываемое путешествие приключений? Полное приключений. Особенно когда 0,4 промилле водителя. Очень интересное приключение. Из 0,2 возможных. Самый опасный момент нашего путешествия сейчас прошел удачно. А что было? Мы приехали в блокпост немецкий. Перед нами машину тормознули, и все вещи они вытащили. Как на границе. Артем, почему ты думаешь, нам так повезло? У нас алиби на крыше в виде 3 велосипедов. Несмотря на то, что мы белые гетеросексуальные мужчины в черных очках, мы не вызвали подозрения. Короче, мы в Германии, хотя нам надо в Австрию. Транзит. Говорю, на этом баке не доедем до Инсбрука, надо будет заправляться раньше. Конечно, красивый грузовик. Прям концептуальная композиция какая-то. Приехали мы в Германию, уже на границе с Австрией. Заехали заправиться и охерели от цен на бензин. На магистралях цены такие дорогие. Если съехать с магистрали, будет дешевле. 20 литров залил, 50 евро. Они сказали? Они сказали, да, это везде, говорит, и в Австрии, и в Германии, и, говорит, и в вашей стране, наверное. Я такой, ну, окей, не знал.
Пацаны, мы доехали. Вот этот Так, вот, давай. локейшн, в который мы ехали 2 дня. Мы здесь. Да. Уху. Встречу. Встречу. Начинаем. Все в сборе. Кто откуда, блин, доехали, короче, все собрались. Я купил это пиво за 3,60. Турбо Артем купил это пиво за сколько это? 4,20? 4,60. 4,60. Я купил это пиво еще раз и уже за сколько? 3,80. Цена каждый раз разная. А я купил за 3,90. А я купил свой напиток за 0. И даже 2. Еще мы приехали в гостиницу, в люкс номер, в котором нет горячей воды. Королевский люкс. Да, и нет горячей воды. Собрался спать на балконе. Ну это я уже подумал. Но перед этим у нас есть еще важная миссия с этой сидушкой. Мы там сидели в ресторанчике кайфовом. Сейчас топаем в гостиницу. О, какая лестница. Так, мы где-то вот здесь, получается. Ну вот выход из БКС. А вот это что такое? Мы не здесь? Ну вот смотри, вот стрелочка, нам нужно сюда. А мы где? Вот самое главное понять, где мы. Где? Это минус бумажных карт. Ходишь в футболке Пилснера, а пьешь. Да. Как ты после этого называешься? Все равно обожаю пиво, потому что фанат. Я покупаю пивко. Получается, у меня 0,5 пива. еще мое пивко. Давай, какое у тебя? 0,5 тоже? Значит, 2. Мы писаем сюда 2 пива, и завтра нас посчитают. И все на честном слове. Кайф. Мне кажется, тебе вот, да, двойной должны хватить. Так ты смотри, или ты знаешь. Он там на ощупь знает. Попробую потрясти. Что там? Не, мне кажется... Погоди, погоди. Я посмотрю. Как будто бы она ближе стала. Да, она как Попробуй будто... потрясти. Она, короче, вот сейчас где-то здесь. Может быть, ключом получится, кстати, теперь. Взрослые люди. Ну как тебе такая роскошь? Неплохо, но коротко. Нормальная такая хата, конечно, с видом на горы. Артем, ты что, в свою гаража в Австрии тут тусуешь? Танцуй, я хочу тебя обрадовать. Чивиха сделала скидку на 50 евро нам. Прикинь, 190 я заплатил за хату. Хорошее начало дня. Вот оно начало, начали мы движение по нашему веломаршруту на юг в Венецию. Не могу перестать снимать. Так, все красиво. Конечно, эти горы придают просто особый вид этой местности. Как только мы выехали из города, велодорожка закончилась, и маршрут далее шел по узкому и крутому серпантину с таким нормальным трафиком машин. На этой серпантине даже не было обочины. И я не захотел там ехать и решил поехать через лес по тропам, понимая, что будет дольше. Парни меня поддержали, только Турбо Артем один уехал вверх по серпантину. Но никто из нас даже не предполагал, что дорога через лес окажется сложнее. Первый подъем. А на поезде вы изначально докуда хотели ехать? Пошли до границы итальянской. То есть дальше этого вилла? Да, конечно. Задумался. Да нет, просто пытаюсь не сдохнуть. Туда. 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 Ну, блядь, дорога слишком крутая. Я не настолько крут, чтобы ее осиливать без последствий для себя. И я потный, как жесткий кабан. еще. Я снял 3 клещей только что с себя.
Да, выживаем в диких условиях, все как бы по-серьезному. Серьезное приключение. Пилснер? Pilsner Urquell fills the glass with gold. Pilsner Urquell, tale of taste untold. Pilsner Urquell, by craft and art align. Pilsner Urquell, the brew that stands through time. Уху! Вот эта тема. Пэцики, вот ради этого, сидя зимой в своих квартирках, мы задумали этот трип. Да, бронировали билеты и отели, чтобы вот так вот было. Да? Да. Пилснер. Готовы ехать еще 1000 километров вверх. Чел, ты меня напугал. Сорян. Проехали 5 километров. 5 километров, где-то 300 метров поднялись лишним. Прошло полдня. Прошло полдня. По плану нам еще проехать 30 хоть до границы и подъем 700 до границы. А кемпинг еще столько же. О, пацаны, что мы решаем? Едем дальше. На поезд. На поезде. То, что едем, не сомневается никто. Просто как. Своим ходом. Вот, блин, герой, а. Ну давай, как бы, впечатлись там за нас. Кайфуй. Ну, давайте за первые преодоления. За первый датсах. Кто бы думал, что мы сдадимся так рано. Искушенный пилснером Игорян никак не может заценить австрийское Как пиво. пиво так горькое, как кофе так кислое нужно. Здравствуйте. Что за... Все не как у людей. Недоволен. Ну, по-литовски это называется мижалюкас. Даже есть специальный термин. Мижалас это моча, типа такое. Легенькая такая. Ну да, пиво кислое какое-то странное. Я не кайфую тоже. Так, подожди, нас ожидает ночью дождь, а мы с палатками. Да. И завтра целый день дождь. Ну, это здесь. Ну не, мы уедем от дождя, не может тут так быть. Я не верю. Я думаю, может быть, все, чувак. Да. Это горы. В 6 поезд. И он доведет нас до итальянского города. С пересадкой. Он доведет нас до границы. Турбо Артем все же решил продолжить подъем на велосипеде, и мы договорились встретиться уже где-то после границы в Италии. Все, мы в Италии. Сейчас выйдем с вокзала и втопим еще 20 километров до кемпинга, в котором мы не очень уверены, что он существует. И какие мысли на этот момент? Сдались. Ладно, сейчас на самом деле 20 километров самое то проехать. Италия! С горочки-то, а? Короче, ветер попутный, походу. Ехать очень легко. Велик просто летит. И очень классно, что мы в Италии. В Италии я давно не был. И у меня приятные чувства. И да, мы вновь убежали от дождя. В Инсбруге был дождь. Как раз после обеда он все за нами шел. Пока мы не сели в поезд и не умчали от него. Присутствует некоторая прохлада, но она очень приятная. И... О, блядь!
вперед. Спортсмен номер 1. Чувак, ты, конечно, герой, блядь. Как ты это сделал? Ну, хочется сказать, легко, но не все так однозначно. Ваше впечатление от этого велозабега? Ну, классно, классно, но в Италии, конечно, вообще тут с горочки было вау, удовольствие. 220 шел? Ну, как на автобане, сколько тянет. Вот, а в Австрии, блин, все время в горочку, как бы. Нон-стопом, да? Да. Плюс отрезки, особенно вот перед Бренноном, такой был вообще, ну, не очень, там, по дороге просто едешь, и машин много, и угол 13%. Жесть. Подтверждаю, я с ним был. Добро пожаловать в Италию. Ситуация такая, что мы приехали в кафе, которое называется «Кемпинг», но кемпинга здесь нет. Но он был, но сейчас нет. Но у нас теперь есть дофига options. Мы можем использовать этот лес. И пожрем итальянской еды. Это, соответственно, как бы... И винца выпьем, надеюсь. Да, все, я перехожу на вино. В баню это пиво кислое пить. Кемпинг. Этот день мне говорит о том, что время можно замедлить. И не только с помощью наркотиков, а с помощью таких вот событий, как сегодня. Столько всего сегодня произошло, и он еще не закончился. И мы только сейчас едем в гостиницу. И что-то еще будет в гостинице. А по ощущениям уже 2 дня прошло. Столько событий, впечатлений. Дальше, там? Ну, на поворот. Нет, давай здесь, конечно. Но знак как бы немного смущает, правда? Он точно нам говорит, что... Так, пацаны в каком-то подвале шарятся. Непонятно, что они тут шарятся. Сегодня наша палатка. А по факту у нас супер жилье. Какой-то лухари отель. За какие-то небольшие деньги. Так, ну есть диван. Хороший запашок. Недавно все построили, свеженькое. Я так понимаю, диван раздвигаться должен. Это кто храпит, можно отсюда... О, да тут аж 3 номера. койки. Все храпящие. Это я коплю. Рапунцель. Горян, уже в традиционном стиле обзор. Давай. Так, ну что, мы пришли в сауну. Здесь, посмотрите, здесь нельзя в трусах. Но мы скоро это устроим. Как Это это? будет гейба. 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 Что тут? Сауна, короче, 65. А это что? Год пошел, все. Баню турецкая. Водичка. Вот это отпуск, это я понимаю. Чуваки, спросите про бар, у них есть бар. Baby, I'm uncomfortable with the fact we're waking up. How do you turn hate to love? How do you turn hate to love? Baby, I'm uncomfortable with the fact we're waking up. Why do you keep shooting us? Why do you keep shooting us? Oh, the way that you judge me.
20 километров. Конечно, почти все время с горочкой, поэтому кайфово, быстро, красиво. Сейчас подъезжаем к какому-то городку, там пообедаем, точнее, позавтракаем или пообедаем, хер пойми. Ну, короче, все уже проголодались. Слева какая-то крепость времен Австро-Венгерской империи. Ну, такая Италия. Италия, как всегда, Италия, немножко сратенькая. Ситуация такая, проколото колесо. Смотрим. Первый прокол с почином. Не должно быть так жестко. Нет, не должно. Ты что там снимаешь, чтобы чату GPT отправить? Вот так вот натягиваем вот эту камеру на себя. Надо, чтобы кто-то поддевал. Пиздец, тут так много еще как бы... Не, бля, тут нихуя не идет вообще. Пизда. Фредерик Окарова. Wenig. Ich weiß nicht. Блять, не совсем хорошо все. Что? Камеру немножко задела, на камеру наехала. Да. И тут лучше этим не лезть. Окей. Это как всегда в фильмах. Уже казалось бы все хорошо, но нет. Вот. We have problem. Problem. Was heißt das? Lass mal, die kennt. We need Das geht schon raus. tire. Mit Luft rein, dann geht's raus. No, no, No? no, no, no. Ich denke schon. Hätte Ottmar gesagt, wenn da wäre ich mittendrin. Сдувая. Да. Только не это, блядь. Скажи, пожалуйста, капучино. Nicht gut? Gut. Nix gut. Scheiße. Scheiße. It's okay. We'll go to the Varna. Ja, They will change it. They will fix it. Thank you. bitte. Gracias, gracias. Я жду этот момент, когда мы решим этот вопрос с колесом, и будет такой, типа, релиф такой. Да. И можно, чтобы еще дождь перестал идти в это время. Мы такие, Артем, удачи. Если что, звони. После того, как не удалось вставить покрышку в обод, мы решили разделиться, и Артем остался ждать автобуса, чтобы доехать в ближайший город в веломастерскую. А мы поехали по веломаршруту в этот самый город и договорились встретиться у веломастерской. Это очень приятный лес. На склоне. идет дождь, и чуваки, кажется, сдались. Пиздец. Че, вы сдавались там? А? Сдавались там? Не. Артем не сел на автобус. Да, стою я на остановке автобуса, приезжает он, смотрю, подъезжает, я уже глаза вспыхнули, весь радостный. И он такой подъезжает, смотрит на велосипед, смотрит на меня, не останавливаясь, рукой помахал и по газам. Я пришел туда к хозяйке, говорю так и так, не посадили в автобус, она говорит, сейчас я позвоню мужу. Через 5 минут подгоняет муж на Дусе-транспортере. И она говорит, он тебя подвезет до станции поезда. И он такой уже едет туда, говорит, а куда тебе вообще надо? Я говорю, Мальбах. Он говорит, так это же в другую сторону. Я говорю, да, но мне типа на поезд надо. Но мы с ним так, типа, на жестах. Он, а куда тебе вообще надо? Я говорю, Брунек. Ручник затянул, развернулись. Говорит, довезу тебя до Мальбаха. Зашибись. И что тут, чувак? Сразу все понял? Да не вообще. Кто тебе поставил новую камеру, либо тут Ставил новую камеру, сделал 8. Я заснял на камеру, я понял, как это делается. Расскажи так, в 2 словах. Блять, это, блядь, так просто, чуваки, что... Но по-другому, да? Я хочу посмотреть, как он это сделал за 2 секунды. Подожди, где тут это видео? Блин, вам такой, да.
Блядь, я снимал. Сейчас мы должны были узнать секреты. Я могу объяснить, как он это сделал. Тогда, когда дошел и остался там зазор, который мы не могли сделать, он опять пошел здесь везде и начал его камеру углублять. Еще глубже засовывать. И когда он засунул ее глубже, как и говорила Алена, да, то там стало, ну типа, там Послабее стало. вообще, да, намного послабее, и он быстренько это все сделал. Найс. Будем знать теперь. Так что, поехали сюда, отметим кофе с булочками. Так, а может мы найдем пиздатое место все-таки, где уже нормально пообедаем? Я не знаю, насколько они спасут, потому что много летит от педалей, от колес сверху. Так, и вот вся команда опять в сборе. Артем починенный едет тоже тут рядом. Едем под легким дождиком по кайфовой велодороге, пока без подъемщиков, до следующего городка итальянского, северо-итальянского, где попьем кофейку с итальянской выпечкой. Я испытываю дофаминовую яму, я так это называю. Вчера был такой охуенный день, столько впечатлений, первый день. И сегодня вот пасмурно, мы вроде едем нормально, но вот я предложил ребятам свернуть в маленький городок, купить булочек и пить кофе, а кафе закрылось час назад. Ну и получается, что я не достиг своей цели и в целом испытываю неудовлетворенность как-то, не знаю, какое-то состояние, что я не могу быть рад. Тяжкий маршрут. Я считаю, вообще нечего делать. Ну, типа не тяжкий. Что за изич? Ну так, просто потеешь немного. Офигенный кэмп. Здесь, походу, пиво наливают, это самое главное. Вот тут рецепт ничего. Мы поели вкусной итальянской еды. Я сижу на лавочке мокрой, кстати, потому что сегодня целый день шел дождь. Сейчас тут распогодилось, и красивые облака, горы, и небольшая деревушка. Очень тут красиво. Очень как-то спокойно. Дети играют, люди ходят, смеются. Такое, какой-то немножко мини-рай на земле. Вот такой коридор. Слева душевые, прачечные. Уровень кемпинга в Южном Тироле. Просто кемпинг за 20 евро место с палаткой. Тут такие душевые. Целый кабинет. Вот так снаружи выглядит здание душа. Ну, конечно, на втором этаже там еще номера. Но в целом это все первый этаж для этих вот нужд бытовых, банно-ванных.